Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 14 июля. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Далее все более подробно. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, поддержите нам будет приятно. Также не забывайте подписываться на наш канал. У нас на канале очень много полезной и важной информации. 14 июля Православная Церковь чтит память святых бессеребренников Космы и Дамиана, которые родились в Малой Азии и прославились своими искусными врачебными умениями. Эти святые братья обладали благодатным даром исцелять телесные и душевные болезни силой молитвы, что привело многих людей к принятию христианства. Братья Косма и Дамиан получили свое образование у старого врача, у которого научились врачеванию. Их искусство исцеления вскоре стало широко известно, и они использовали свой дар для помощи людям безвозмездно, за что и получили прозвище «бессеребренники». Братья исцеляли болезни и страдания, не принимая за это никакой платы. Они считали своим долгом помогать людям, опираясь на свою веру и молитву Господу Богу. Силой молитвы и милосердия они не только лечили физические болезни, но и помогали людям найти духовное утешение и путь к Христу. Римский император Карин, узнав о славе братьев, попытался заставить их принести жертву языческим богам. Когда святые отказались, он внезапно сильно заболел и был вынужден обратиться за помощью к Косме и Дамиану. Святые братья исцелили императора, и в благодарность за это он отпустил их с почестями. Учитель братьев, старый врач, стал завидовать их славе и довел себя до исступления. В 284 году он под предлогом сбора лекарственных трав заманил Косму и Дамиана в горы, где убил их, а тела бросил в реку. Несмотря на трагическую кончину, святые братья оставили после себя великое наследие любви и милосердия. Однажды исцеленная Дамианом женщина, желая отблагодарить его именем Святой Троицы, упросила принять в дар 3 яйца. Но Дамиан не смог ей отказать и принял этот дар. Когда об этом узнал Косма, то завещал, что после смерти его похоронили отдельно от брата. Однако, когда тела братьев были найдены, произошло чудо. Некогда исцеленный искусными врачами верблюд явился к людям и сказал человеческим голосом, чтобы братьев похоронили рядом, потому что Дамиан принял дар не от корости, а по милосердию. Это чудо убедило людей похоронить святых вместе, как символ их неразрывной связи и общей миссии. Святые братья Косма и Дамиан почитаются в православной традиции как покровители брака, домашней птицы и кузнечного ремесла. Их жизни и подвиги вдохновляют верующих на безвозмездную помощь ближним и преданность своей вере. День памяти святых бессеребренников напоминает о важности милосердия, духовной силы и верности христианским идеалам. Память Космы и Дамиана чтится многими верующими, которые обращаются к ним за помощью в болезнях и жизненных трудностях. Их примеры вдохновляют на добрые дела и укрепляют веру в силу молитвы и милосердия. 14 июля, кроме того, православные христиане отмечают еще один важный праздник – День Валаамской иконы Божией Матери. Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы, который связан с древним монастырем на Валаамских островах в Ладожском озере. Валаамская икона Божией Матери занимает особое место в сердцах православных верующих. История этой иконы уходит корнями в глубину веков. По преданию, икона была написана в Константинополе и привезена на Валаам в IX веке греками-миссионерами. С тех пор икона стала символом защиты и благословения для всех, кто обращается к ней с молитвой. Существует множество свидетельств о чудесах, совершенных через Валаамскую икону Божьей Матери. Она славится своими исцелениями и помощью в трудных жизненных ситуациях. Многие верующие приходят к иконе с молитвами о здравии, семейном благополучии и духовной поддержке.
В день праздника в православных храмах проходят торжественные богослужения. Священники читают особые молитвы, обращенные к Божией Матери, и совершают акафист перед Валаамской иконой. Верующие участвуют в литургии, приносят свечи и молятся о помощи и благословении. Многие верующие стремятся посетить Валаамский монастырь в этот день. Паломничество на Валаамские острова является важной частью праздника. Паломники приезжают на остров, чтобы поклониться святому образу и помолиться в монастыре, который является духовным центром Северной Руси. В честь праздника Валаамской иконы Божией Матери принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Верующие организуют сборы средств, продуктов и одежды для бедных и сирот. Это символизирует милосердие и любовь, которыми наполнена икона Богородицы. Валаамская икона Божией Матери имеет глубокое духовное значение. Она напоминает верующим о необходимости смирения, молитвы и доверия Богу. Обращение к иконе помогает укрепить веру и найти внутренний покой в сложные времена. Икона считается покровительницей семьи и домашнего очага. Многие верующие обращаются к ней с просьбами о защите своих близких и о благополучии в доме. Она также является символом надежды и утешения для всех, кто переживает трудности. В народном календаре 14 июля был известен как День святых братьев Кузьмы и Демьяна, также называемых как летние Кузьминки, или по-другому этот день еще называли бабьим праздником. Память этих святых отмечается дважды в году – летом 14 июля и осенью 14 ноября. Летние Кузьминки являются женским праздником, и в этот день устраиваются сборные женские пиры, братчины и проводятся различные обряды и работы. С самого утра хозяйки собираются, чтобы варить общую кашу. Для этого каждая женщина приносит следующие ингредиенты: крупу, муку, сахар и соль. Первым делом обращаются к святым Косме и Дамиану, предлагая им отведать угощение. Затем все садятся за общий стол, говоря следующие слова: «Кузьма и Демьян, идите есть к нам». Помимо каши на столе обязательно присутствуют растительные блюда и пиво. Приготовленные кушанья раздают соседям, знакомым, нищим и странникам. Женщины в этот день не только ходят по гостям и празднуют, но и выполняют домашние обязанности и работы в огороде. Они полют гряды, собирают первые овощи, вырывают корневые на продажу и занимаются сбором трав. Считалось, что в этот день святые Косма и Демьян спускаются на землю и помогают крестьянам чинить старые грабли и косы. Покос – это одна из самых тяжелых сельскохозяйственных работ. Крестьяне готовятся к нему заранее и с радостью, чтобы, не дай бог, не прогневать держателя гроз Илью. На покос женщины и девушки надевали нарядные рубахи, украшенные вышивками птиц и цветущих трав. Эти покосные рубахи делались обязательно из красной, белой ткани, как символом жизни, красоты и светлой силы бога плодородия Ярилы. Рубахи имели особое значение и изготавливались с учетом древних традиций. Верх рубахи, воротушка, сшили из кумачевого холста, это хлопчатобумажной ткани алого цвета, а низ – становину из белой ткани. Подол рубахи украшен был обережными узорами, которые защищали от всего дурного. Вышивки включали ростки, травы, цветы и птицы счастья, что символизировало связь с природой и защищало от негативных воздействий. В народных поверьях 14 июля связано с множеством обычаев и традиций. В этот день женщины старались не только провести время за праздничным столом, но и выполнить все необходимые работы по дому и в огороде. Считалось, что работа, выполненная в этот день, принесет удачу и защиту. Считалось, что в этот день святые Косма и Демьян оказывают особую помощь людям. Они спускаются на землю и помогают крестьянам в их трудах. Верили, что благодаря их благословению все начинания будут успешными и принесут богатый урожай. Летние Кузьминки, отмечаемые 14 июля, представляют собой важный день в народном календаре, связанный с множеством народных примет и традиций. В этот период разгара сенокоса народные приметы, связанные с погодой, имели огромное значение, так как от них зависело, хватит ли домашней скотине корма до весны.
В ночь на 14 июля люди внимательно смотрели на небо. Мерцающие звезды предсказывали грозы и дожди. Это наблюдение помогало крестьянам заранее подготовиться к непогоде и спланировать свои работы в поле. Если на деревьях появлялась пожелтевшая листва, это служило предвестником ранней осени. Люди знали, что нужно быстрее заканчивать работы в поле и готовиться к уборке урожая. Еще одной важной народной приметой было поведение пауков. Если они спускались по своим паутинкам, это означало, что ближайшие дни будут теплыми. Такая погода благоприятствовала продолжению сенокоса и других полевых работ. Если на улицах кричали сороки, это предсказывало установление жаркой погоды. Жара могла длиться долго, поэтому крестьяне старались использовать этот период для завершения всех необходимых работ. 14 июля празднуют именины Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Петр, Павел, Лев, Кузьма и Ян. Люди, отмечающие именины в этот день, отличаются необыкновенным милосердием и добротой. Они умеют уживаться в любом коллективе и создают вокруг себя атмосферу тепла и надежности. Те, кто родился 14 июля, наделены особыми свойствами исцелять других, поддерживать и ободрять в трудные моменты жизни. Они обладают природной способностью к милосердию и состраданию, что делает их ценными членами общества. Для людей, родившихся 14 июля, идеальным талисманом является серпентин. Этот камень помогает сохранять спокойствие, улучшает физическое и эмоциональное состояние, а также усиливает их природные исцеляющие способности. Это время, когда женщины занимались разнообразными хозяйственными и ритуальными делами. Праздник, как вы уже поняли, наполнен традициями и обрядами, которые помогали сохранить здоровье, привлечь удачу и благополучие. В старину женщины в этот день активно занимались заготовками на зиму. Одним из главных дел было приготовление малинового варенья и сушка ягод и листьев малины. Эти заготовки использовали осенью, зимой и весной, когда часто одолевали простудные заболевания. Малина считалась настоящим кладезем здоровья. Недаром говорили: слаще малины ягоды нет, или малина от 7 болезней. В малине содержится множество витаминов и полезных веществ, которые действительно помогают укрепить иммунитет и справиться с простудой. Сразу после бабьего праздника женщины начинали готовить варенье и повидло из крыжовника. Сбором ягод крыжовника занимались с 10 по 15 июля. Эти ягоды были богаты витаминами и микроэлементами, которые помогали поддерживать здоровье в зимние месяцы. Девушки в летние Кузьминки гадали на любовь и суженых. Это время было особенно благоприятным для магических ритуалов, связанных с личной жизнью. Одним из таких обрядов было прикалывание парней веточками крыжовника. Девушки подходили к тем парням, которые им нравились, и слегка кололи их веточками крыжовника, что символически привязывало их к себе. Сны, увиденные в ночь с 13 на 14 июля, считались вещими. Считалось, что такие сны скоро исполнятся. Однако важно было никому не рассказывать о том, что приснилось, чтобы сон сбылся. Сновидения, увиденные днем 14 июля, должны были исполниться тогда, когда человек о них забудет. Хотя 14 июля и был бабий праздник, женщины продолжали трудиться. Они занимались сбором овощей, корнеплодов на продажу, а также собирали травы, используемые для окрашивания материи. Травы, собранные в этот день, считались особенно мощными и эффективными. День святых Кузьмы и Демьяна, отмечаемых 14 июля, богат на традиции и поверья. В этот день существовали определенные запреты и рекомендации, которые направлены были на сохранение благополучия и удачи в доме. Вот основные из них. Одним из главных запретов являлся труд для женщин. Считалось, что если женщина будет работать в этот день, то в будущем ей придется трудиться еще больше и тяжелее. Поэтому женщины должны были воздержаться от всякой работы, все-таки посвятить день отдыху и молитве. Еще одним важным запретом являлся запрет на траты. Причем речь идет не только о денежных расходах, но и о других тратах ресурсов. В этот день рекомендовалось проявлять экономность, так как это поможет в будущем увеличить финансовое благополучие и достаток.
На день Кузьмы и Демьяна запрещено было испытывать зависть. Даже белая зависть, которая может быть мотивирующей, не приветствуется. Вместо этого следует искренне радоваться успехам и достижениям других людей. Это поможет сохранить душевное равновесие и привлечь положительную энергию. Кузнецам в этот день категорически запрещено было работать. Согласно поверью, их работа может спровоцировать сильный град, который повредит урожай. Поэтому кузнецы должны были воздержаться от своих ремесел и посвятить день отдыху. В день Кузьмы и Демьяна нельзя есть малину ради удовольствия. Ее можно было употреблять только в лечебных целях. При этом кусты малины должны были перевязаны красной лентой, чтобы защитить от нечистой силы. Если ребенок родился 14 июля, новоиспеченному отцу запрещено было обмывать его рождение вином вместе с друзьями. Считается, что если нарушить этот запрет, у ребенка в будущем разовьется тяга к спиртному, от которой будет сложно избавиться. Народные приметы говорят, что сваренное в этот день малиновое варенье нельзя давать и чужим людям, оно должно храниться в доме. В противном случае мужу может появиться любовница, поэтому варенье следует хранить дома и использовать его только для своих нужд. Вот такой, друзья, у нас с вами день 14 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас лайком, подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.